Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать вот такую черепашку. Список материалов и инструментов я оставила на экране, но вы можете использовать любую другую пряжу, от этого лишь будет зависеть размер игрушки. А если вы хотите видеть на канале больше игрушек, то не забывайте подписываться, ставить лайки и писать комментарии. Я желаю вам приятного просмотра. Берем нить и располагаем ее следующим образом. Делаем кольцо амигуруми. При вязании всех деталей мы сначала будем делать вот такое кольцо. Должно получиться перекрестие. Придерживаем его, берем крючок. Заводим крючок в круг. Теперь подтягиваем нить и вытягиваем из круга. Далее перехватываем и держим вот в этом месте. Набираем одну воздушную петлю. Сильно здесь не затягиваю. Теперь вытягиваем нить из круга. При вязании всей игрушки мы будем использовать столбики без накида, то есть мы всегда будем вязать столбиками без накида. И в первом ряду они провязываются следующим образом. Заводим крючок внутрь круга. Далее вытягиваем рабочую нить. На крючке 2 петли. Подхватываем рабочую нить и проходимся через 2 петли на крючке. Еще раз. Вот у нас кончик от начала вязания. Мы его придерживаем и сам круг. Заводим крючок внутрь, вытягиваем нить. На крючке 2 петли. Придерживаем, провязываем. Получилось уже 2 столбика. Вяжем 3. Четвертый. Пятый. И 6 столбик. Теперь затягиваем круг. Таким образом мы с вами провязали первый ряд. Приступаем ко второму ряду, и во втором ряду мы будем захватывать столбики предыдущего ряда за вот эти 2 петли сверху. На такой светлой пряже не совсем хорошо видно сами столбики, но я постараюсь вам максимально подробно показать. Во втором ряду будем провязывать прибавки. Прибавка — это когда в одно отверстие провязываются 2 столбика. И для того, чтобы нам понимать, где у нас начало ряда, я ставлю маркер на первый столбик. Придерживаем деталь, заводим крючок за первый столбик, за обе стенки. Вытягиваем нить и провязываем столбик без накида. Далее сюда же, в это же отверстие, провязываю второй столбик. Находим следующий столбик предыдущего ряда, заводим крючок, вытягиваем рабочую нить, провязываем столбик без накида. И сюда же провязываем второй столбик. Таким образом мы провязали прибавку. Это у нас уже вторая прибавка в этом ряду. Всего у нас их будет 6, так как в предыдущем ряду было 6 столбиков. Нахожу третий столбик предыдущего ряда и также провязываю прибавку из 2 столбиков без накида. Первый, второй. Следующий столбик. Также провязываю прибавку. Первый столбик, сюда же второй столбик без накида. Находим 5 столбик. И заключительная прибавка в этом ряду. Второй ряд завершили. Перемещаем маркер на петлю выше. В следующем ряду мы будем провязывать последовательность. 1 столбик без накида,
Далее прибавка из 2 столбиков без накида. Находим первый столбик. Провязываем столбик без накида. Находим следующий столбик. И провязываем прибавку из 2 столбиков без накида. Первый, сюда же второй. Далее повторяем опять же эту последовательность. Всего в ряду у нас их будет 6. Приступаем уже ко второй последовательности. 1 столбик. Далее прибавка из 2 столбиков без накида. Первый, сюда же второй. И теперь опять 1 столбик. Далее прибавка из 2 столбиков. Продолжаем так до конца ряда. Завершили третий ряд, приступаем к четвертому. Для этого сначала перемещаем маркер на ряд выше. В следующем ряду мы будем провязывать последовательность 2 столбика в разные столбики предыдущего ряда и прибавка из 2 столбиков. Приступаем. Первый столбик, второй столбик и прибавка из 2 столбиков. Первый, второй. Такую последовательность повторяем еще 5 раз. Теперь вяжем последовательность 3 столбика без накида в каждую из петель предыдущего ряда. Первый столбик, второй, третий. Далее прибавка из 2 столбиков без накида. И повторяем эту последовательность до конца ряда. Первый, второй, третий, прибавка. Вяжем 6-й ряд. Последовательность 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый и прибавка. Первый столбик, сюда же второй. Довязываем опять же до конца ряда. Ряды с прибавлениями мы завершили, и теперь нам нужно провязать 2 ряда по 36 столбиков без накида. То есть в следующих 2 рядах мы не делаем никакие прибавки, просто вяжем по кругу все столбики. Провязываю этот ряд и следующий. Провязали, должно получиться примерно вот так. И в самом конце делаем соединительный столбик. Для этого вводим крючок за следующий столбик, вытягиваем нить и протягиваем через петлю на крючке. Вытягиваем. И у этой детали обрезаем нить совсем небольшую. Вытягиваем. Мы с вами провязали верхнюю деталь туловища, а нижняя деталь вяжется следующим образом. Точно так же, только не провязываются последние 2 ряда. То есть провязываем все ряды с прибавками. Далее в конце делаем соединительный столбик и оставляем уже длинную нить. Этой нитью мы потом будем сшивать. Поэтому эту деталь провязывайте самостоятельно, просто в конце не провязываем 2 ряда. Она немного может вот так закручиваться, ничего страшного. То есть или она, наоборот, у вас может быть абсолютно прямой. Разницы здесь в этом нету. Далее приступаем к вязанию вот таких плавников. Всего их надо будет 4 штуки. Я 3 провязала. И сейчас покажу, как мы их будем вязать. Берем нить, опять же делаем кольцо амигуруми. И провязываем сначала одну воздушную петлю. Далее 6 столбиков без накида, опять же внутрь круга. Затягиваем кольцо. Во втором ряду нужно сделать 6 прибавок. То есть мы сейчас вяжем по аналогии, как вязали туловище. Первый столбик, сюда же второй. Далее за следующий столбик опять первый столбик и второй.
И заключительный ряд вяжем последовательность 1 столбик без накида и прибавка. Первый, сюда же второй. Далее опять 1 столбик, прибавка. И у нас получается вот такой круг. Далее мы его будем складывать и провязывать по верхней части. Для этого сейчас вяжем 1 воздушную петлю. И далее, для того, чтобы у нас получилась вот такая деталь, заводим крючок за следующий столбик, а на противоположной стороне, то есть вот с этой стороны, заводим крючок за первый столбик. Теперь складываем деталь, вытягиваем рабочую нить, на крючке 2 петли, и мы их провязываем. Теперь подхватываем следующий столбик, на противоположной стороне также заводим за следующий столбик, вытягиваем рабочую нить и провязываем столбик без накида. И последний. Теперь вытягиваем нить, оставляя небольшой кончик. И теперь вяжем еще 3 такие детали. Теперь будем вязать хвостик. Делаем кольцо амигуруми и провязываем в круг 4 столбика без накида. Затягиваем кольцо. Во втором ряду провязываем 4 прибавки. Таким образом в конце ряда получится 8 столбиков без накида. То есть опять же по всему ряду делаем прибавки. Только здесь у нас их будет 4. Первый столбик. Сюда же второй. И деталь у нас сейчас заворачивается, поэтому мы ее вот таким образом поворачиваем обратно на лицевую сторону. Нить от начала вязания у нас остается внутри, на изнаночной стороне. И продолжаю ряд с прибавками. И в третьем ряду вяжем 8 столбиков без накида, то есть провязываем ряд без прибавлений. И заключительный ряд хвоста. Сейчас мы с вами будем провязывать убавки. Нам нужно будет провязать 4 убавки. Они вяжутся таким образом. Подхватываем столбик предыдущего ряда, вытягиваем нить. На крючке 2 петли, но мы их пока не провязываем. Заводим крючок за следующий столбик, вытягиваем рабочую нить. На крючке уже 3 петли, и мы их провязываем вместе. Далее опять заводим крючок за следующий столбик, вытягиваем нить, на крючке 2 петли. Находим следующий столбик, вытягиваем нить, на крючке уже 3 петли, и мы их провязываем. Это у нас была вторая убавка. Третья и заключительная, 4. В конце ряда опять делаем соединительный столбик, вытягиваем нить и оставляем небольшой кончик. Нить обрезаем. При необходимости деталь можно набить, но у меня пряжа достаточно толстая, поэтому я оставляю прямо так. Начинаем вязать голову. Как обычно делаем кольцо амигуруми и провязываем уже 6 столбиков без накида. Во втором ряду делаем 6 прибавок. Первый столбик, сюда же второй.
То есть повторяем схему вязания туловища. В следующем ряду вяжем последовательность 1 столбик без накида, далее прибавка. Последовательность повторяем 6 раз. Первую мы уже провязали. Приступаем к следующему ряду. Вяжем 2 столбика без накида в разные петли предыдущего ряда. Второй и прибавка. Первый столбик, сюда же второй. Продолжаем последовательность опять до конца ряда. Все, ряды с прибавками мы закончили. Теперь вяжем ряды без прибавлений. И всего нужно провязать 2 ряда без прибавлений, убавлений по 24 столбика. Далее мы переходим к убавлению петель. Провязываем такую последовательность. Вяжем первый столбик, второй столбик. Далее делаем убавку. Заводим крючок за первый столбик, вытягиваем. На крючке 2 петли. Заводим крючок за следующий столбик. Вытягиваем. На крючке 3 петли. И мы их провязываем. Далее опять 2 столбика. Убавка. Продолжаем так до конца ряда. В следующем убавочном ряду провязываем 1 столбик. Далее делаем убавку. Последовательность опять продолжаем до конца ряда. Все, вот так получается. И в самом конце делаем соединительный столбик. Вытягиваем нить, оставляя кончик для пришивания. Вязание всех деталей мы завершили. Теперь остается пришить детали. Берем нижнюю деталь туловища, вставляем нить в иглу и поворачиваем изнаночной стороной к нам. Никакие нити мы не обрезаем, это все останется внутри самой игрушки. Далее берем первый плавник, и он будет располагаться следующим образом. Вот эта круглая часть у нас повернута налево. Нить также мы оставляем внутри изделия. После чего берем деталь, уже большую туловище, и поворачиваем ее к нам лицевой стороной. Вот так. Теперь заводим иголку вот здесь вниз за первый столбик. Далее подхватываем деталь плавника. А на вот этой стороне мы подхватываем не сам столбик, а вот здесь нить под столбиком и протягиваем. Теперь нам нужно вернуть нить обратно. Заводим иголку сначала вот здесь за нить, далее подхватываем плавник, а на вот этой стороне выводим через столбик. Теперь опять подхватываем следующий столбик, еще раз захвачу плавник, а на противоположной стороне находим вот здесь нить. Следующий плавник у нас будет располагаться после 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Сюда можно поставить маркер. Поставили маркер, до этого момента мы сейчас провязываем. И второй плавник у нас будет где маркер. Теперь дошиваем до маркера. Теперь берем плавник и начинаем его пришивать. После плавника провязываем еще 2 столбика по нижней части и будем уже пришивать хвостик. Берем деталь хвостика, также нитью внутрь изделия, вкладываем его
И теперь пришиваем так же, как плавник. Теперь после хвостика опять провязываем, точнее прошиваем 2 столбика по нижней части, ориентируемся на них и будем пришивать плавник. Дошили до нужного момента, вставляем иголку, берем третий плавник и располагаем его относительно того, как я сейчас покажу в видео. То есть смотрим, чтобы они у нас были повернуты правильно. Плавник пришиваем так же, как и 2 предыдущих. Пришили. И теперь опять отсчитываем 5 столбиков по нижней части и на 6-м ставлю маркер. Там мы начнем пришивать уже последний 4-й плавник. Далее сшиваю детали до маркера. Дошли до маркера, берем последний плавник и смотрим, чтобы они располагались у нас одинаково. То есть вот этот полукруг был в одну сторону. И также пришиваем последний плавник. Пришили и теперь набиваем нашу игрушку через оставшиеся отверстия. И теперь продолжаем сшивать это отверстие, попутно набивая при необходимости. Дошили отверстие до конца, теперь берем вот эти 2 нити и соединяем их в узел для того, чтобы закрепить. Теперь сами нити нам нужно спрятать в самом туловище, поэтому я их протягиваю крючком и там же оставляю. Если полностью нить не протягивается, то тогда уже я ее обрезаю. Теперь берем голову и нужно пришить глаза. Оставляю здесь нить и вывожу иголку между 4-м и 5-м рядом. 1, 2, 3, 4 и вот 5. То же самое делаю на другой стороне. Теперь берем второй глаз и также пришиваем. Если у вас безопасные глазки, то вставляйте их перед тем, как набивать, также между 4-м и 5-м рядом. Нить от начала и от конца затягиваем. Теперь пришиваем голову к туловищу. Перед завершением пришивания добиваем голову, то есть добавляем еще наполнитель. Все, теперь закрепляем нить. Я делаю прямо на лицевой стороне узелок. Пряжа плюшевая, поэтому на ней будет незаметно.
Вот такая черепашка у нас получилась, а если ролик вам понравился, не забывайте поддерживать его лайком и комментарием. Пишите, какие игрушки еще хотите увидеть на канале.